Друзья, всем привет! Меня зовут Овчинников Кирилл, и вы на канале компании ОКАВТО. И сегодня я вам расскажу про очередное закрытие нашего подбора. Точнее, расскажу, с чего... Сначала расскажу, с чего у нас вся наша история начиналась, и потом посмотрите фрагмент про автомобиль и про его состояние. К нам обратился клиент с просьбой найти Mitsubishi Lancer 10 либо Chevrolet Cruze в бюджете 400 тысяч рублей. Ну, чтобы вы понимали, Lancer, Cruze, средний чек 450-500 в хорошем состоянии, там не самые дрова, не с пробегом 200 и не там 7-8 года, если говорить про Lancer, там 10 год, 9 про Cruze. И, соответственно, задача стала непростая, потому что рассматривался вариант еще плюс ко всему на механике. Ну и как бы не с рынка, сами понимаете, по низу рынка всегда искать труднее, чем посередине, либо по верху самому. Это, в принципе, понятно, не про это. При заключении договора мы предложили клиенту сделать акцент на Lancer 10, движок 2-литровый, 1.8 на механике. В принципе, в этом сочетании это самый оптимальный выбор. Там нет никаких серьезных проблем у 1.8 движка. Ну, 2-литровый, понятно, надежный, беспроблемный. Там он и чипуется хорошо, и тюнингуется. Механика, в принципе, тоже нормальная. По подвеске, расходники и так далее, это само собой. Но очень сильно хотелось нашему клиенту еще рассмотреть 1.8 на механике. И мало того, что 1.8 движок, имеющий много проблем там с прокладками, с гнивающим номером двигателя там за 3-4 года, так как он там расположен на медной пластине, так и плюс ко всему нужна была комплектация с ESP. Эта комплектация, тоже не самая простая, и плюс ESP там либо как доп, либо только в топовых комплектациях шел. Поэтому это тоже усложняло немножко поиск. И при заключении договора мы вроде как договорились, что будет Lancer 10 основным вариантом, либо он будет параллельно с Крузом, я, честно говоря, уже подробностей не помню. Проработав рынок, прошло какое-то время, и клиент, понял, что он не хочет Lancer 10 в принципе, и мы начали только Крузы смотреть. При том, что клиенты предупредили, что Cruze 1.8 это 99-99% это нечитаемый номер двигателя. В общем, спустя там месяц, наверное, поисков мы нашли Cruze крутой, о котором вы, собственно, увидите в видео. Там, он обслуженный, в отличном состоянии по технике. Но у него не читался номер двигателя от слова совсем, но это естественно. И у него была самая-самая начальная коррозия номера кузова. Это тоже встречается в начальных годах выпуска, чисто за счет возраста автомобиля, плюс за счет эксплуатации. Я не знаю, там, если пороги моете, там влага остается, перепады температур. В общем, были такие тоже автомобили, которые мы видели, у которых гниет номер кузова. И Крузы, и Мазды, и Лансеры. В общем, не без этого. Но, соответственно, здесь отличное состояние, два собственника, родной практически окрас, там более подробно будет. Отличное техническое еще раз состояние, нужная комплектация, нужный год, но были вот такие нюансы, о которых клиент при покупке знал. И, соответственно, у нас возник такой момент, что мы клиенту объяснили, что номер двигателя не является проблемой. Почему? Потому что двигатель сейчас по закону это запчасть, и его в принципе практически не сверяют. Либо сверяют, чтобы это стало поводом для получения какой-то там взятки, не знаю еще чего, как вы хотите, как это называть. Вот, а номер кузова, он читался идеально. То есть он, видно, что коррозия, но вот фонариком посветил, прочитал, сверил, там проблем нету никаких. У нас еще, правда, трещина была на лобовом, но это уже отдельная история. В общем, приехав в одно МРЭО, ему отказали, во второе МРЭО ему отказали, потому что, там номер двигателя, там ВИН-номер. На самом деле, просто нагнали,
напугали, в общем, нашего клиента. Тут два варианта развития событий. Либо поступать и просить официальный отказ. Тут как бы тоже возможно различные варианты развития событий, либо просто платить деньги, либо платно через коммерческое МРЭО ставить на учет, либо за деньги ставить на учет. В общем, я не буду вдаваться в подробности, машина встала на учет, все в порядке, но это весь рассказ к чему? К тому, чтобы вы, люди, те, кто ищет Chevrolet Cruze, там, да на самом деле неважно, Cruze это, Opel Mokka это, Zafira, там, Meriva и так далее. В общем, Opel Astra даже туда же. Любой автомобиль этой серии с движком 1.8, он имеет проблемы с номером двигателя. У нас даже там в группе ВКонтакте люди писали, типа, да у меня там все читается, а потом, когда понимали, что речь идет не про VIN-номер, а про номер двигателя, типа, да, номер двигателя не читается. И на самом деле даже были у нас осмотры там более свежих машин, там 14-15 года, и у них тоже повально нечитаемый номер двигателя. Поэтому, ребят, когда вы покупаете автомобиль самостоятельно, делайте акцент на этом, потому что это может либо послужить вам дополнительной скидкой, либо это может, если вы этого боитесь, то просто отказом от автомобиля. Сейчас у нас один закон, через 2, 3, 4 года может другой быть закон, и мы всегда клиентов либо отговариваем от этого автомобиля, либо предупреждаем, чтобы наш клиент был в курсе. Вот, поэтому будьте бдительны, аккуратны, проверяйте автомобили, перепроверяйте их и, соответственно, смотрите дальше наше подробное видео про автомобиль. После этого пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ребят, всем привет! У нас очередное закрытие. Сейчас я нахожусь в автомобиле Chevrolet Cruze 1.8 на механике с комплектацией, где есть ESP. Это у нас, честно говоря, я не знаю точно какая это комплектация, либо LT, либо LTZ, но в LTZ она в дорестайлинге идет априори, а в LT она идет как как доп, в общем. Что у нас есть по комплектации? У нас мультируль с регулировкой громкости, у нас центральный замок, у нас ESP, у нас подогрев сидений, у нас кондиционер, у нас подогрев зеркал и заднего, у нас магнитола простенькая достаточно. Я думаю, что это все-таки у нас LT комплектация, исходя из того, что есть. У нас из минусов есть трещина на лобовом стекле. У нас, как это и норма, подзатерт немножко руль. Пробег у нас у автомобиля 155 тысяч километров. Музыка работает. 155 тысяч километров. Сейчас заведем машину. Итак, у нас у автомобиля два собственника. Первый собственник проездил на ней с 11 по начало 18 года, начало 19 года. В январе 19 года он сдал ее в трейд-ин в салон Kia, соответственно, и второй собственник купил, проездил на ней практически год и снова сдал в салон Kia и купил новый автомобиль. У нас есть диагностика, которая была год назад. Автомобиль был в состоянии достаточно хорошем, но были некоторые нарекания, которые устранил уже непосредственно второй собственник. А именно, он поменял тормозные диски и колодки по автомобилю в круг. Если обратите внимание, да, состояние новых. У нас отличная летняя резина 2016 года, Nokian. У нас передняя тормозная система точно так же обслужена полностью, заменой колодок и дисков и профилактикой, соответственно, суппортов. У нас лобовое оригинальное 2011 года, так же как и все остальное остекление и оптика. У нас есть дефекты по кузову, а именно это переднее левое крыло имеет вот такой дефект.
По морде есть, естественно, эксплуатационные сколы. Вот, капот, крылья не снимались, не крутились, не красились. Дальше. По автомобилю. У нас есть замятие левого порога. Собственно, это видно вот здесь вот на фотографии. И немножко облупилась красочка. Соответственно, по заднему бамперу, в принципе, все в порядке. По задней крышке. Крышка не снималась, крылья задние не красились, за исключением заднего правого крыла. Вот здесь вот, в этом месте, до 1300 микрон есть чуть-чуть шпаклевки. Да. Не без этого, с переходом здесь уже 180-190 микрон. Сейчас я вам покажу. Здесь даже где-то в одном месте, вот здесь вот, собственно, совсем чуть-чуть. Да, ну здесь, соответственно, уже выходит все на вторичный окрас. Для проверки, скажем так. Вот, ну, соответственно, здесь тоже я проверю. Покажу, что крыло не менялось, не вырезалось. Вот, соответственно, все в порядке. У нас что? Ну, задние стеклоподъемники, понятно. Вот такое состояние салона сзади. У нас есть прикуриватель для задних пассажиров. У нас шумоизоляция передних дверей. У нас вот такое вот состояние сидушек спереди. В принципе, абсолютно нормально. Ну, кулиса, соответственно, естественно, подзатерта. Переднее сиденье чуть промято, но тут опять же все зависит от телосложения, скажем так, первого и второго собственника. Ну, не знаю, могу вам вот меточки показать, все сохраненные с этой стороны. Аналогично все и с противоположной стороны. Да, диски у нас стоят здесь от Opel, Astra, скорее всего. Вот аналогичная ситуация здесь. Метки все сохранены, наклеечки, все у нас есть. Ну вот опять же, да, передние крылья не крутились. Здесь чуть-чуть помято, у нас перешито вот эти вот карты. Вставочка полностью перешита. Вот эта часть, вот эта вот часть перешита, вот эта часть перешита. Вот здесь вот тоже чуть перешито. У нас еще дополнительно, помимо шумоизоляции, ну вот такие вот любители, ну скажем так, небольшого колхоза ставят их тоже. Дальше под капотом. Под капотом у нас есть запотевание поддона двигателя небольшое. А так клапанная крышка, все сухо, антифриз чистый, тормозуха в уровне. Здесь, если обратите внимание, у нас капот не снимался, капот оригинальный, крылья у нас тоже оригинальные, болты не крутились, да, если обратить внимание. Ну, соответственно, с этой стороны аналогично, все в порядке, все красиво, все аккуратно. По электрике у нас все работает. 4 стеклоподъемника с режимами авто. Причем все я вот убрал руку, да. Так, а наверх, да, наверх у нас не авто. Здесь авто. А наверх у нас без режима авто. Включим сейчас освещение. Противотуманка задняя, передняя. И посмотрим, как все это дело выглядит. Ну, собственно, вот у нас 2 задние противотуманки по центру, подсветка номерных знаков. Да, все работает, все есть. Дальше. Ну и здесь, соответственно, тоже передние противотуманки, передние фары. Все светит отлично, все работает. Ну, собственно, на этом